Космические путешественники, внимание! От члена нашей дружной команды поступило предложение совершить турне по спутникам Солнечной системы. Отличная идея! Эти небольшие небесные тела находятся в тени своих планет и долгое время казались малоинтересными. Однако в последние годы открытия ученых изменили картину. Оказалось, что на спутниках плещутся озера и океаны, бьют невероятно мощные гейзеры. Среди них есть луны, похожие на двуликого Януса, летящую тарелку, ужасного Франкенштейна и даже настоящую преисподнюю. Некоторые миры выступают такими себе шоуменами, устраивая в небе яркие представления, а другие служат обычными пастухами. Как все это удается провернуть маленьким тусклым лунам? Отправляемся в путь, чтобы узнать все невероятные тайны спутников Солнечной системы. В Солнечной системе по современной классификации вращается 8 обычных планет и 5 карликовых. Все, кроме 3, имеют естественные спутники. Своих сателлитов нет лишь у Меркурия и Венеры, самых близких к Солнцу. Если когда-то у этих планет даже был свой эскорт, звезда давно притянула его своей гравитацией и сожгла безумным огнем. Правда, у Венеры есть один квазиспутник, но он на самом деле вращается вокруг Солнца, а не планеты. Также не обзавелась ни одной луной карликовая планета Церера. Почему так произошло, пока неизвестно. Какую же картину по спутникам Солнечной системы наука предлагает нам на сегодняшний день? Международный астрономический союз сейчас признает существование 288 спутников планет. Но есть еще 473 таких объекта, которые вращаются вокруг астероидов и карликовых планет. В итоге получается, что в Солнечной системе нам известен 761 естественный спутник по состоянию на июнь 2024 года. Все они в разговорной речи и научно-популярных источниках зачастую называются лунами по аналогии с именем спутника Земли. Эти объекты формируются по-разному, например, в той же области пространства, что и планета. Таким образом, образовались крупнейшие луны Юпитера Ганимед, Ио, Европа и Каллисто. Спутник также может быть захвачен планетой, как, вероятно, Фобос и Деймос Марсом, а Тритон — Нептуном. Кроме того, Луна способна сформироваться из обломков, оставшихся после столкновения планет. По одной из версий, так произошло с нашей Луной. И по примеру спутника Земли мы давно знаем, что луны не просто мертвые холодные маленькие объекты с однообразной поверхностью. Каждый имеет свое неповторимое лицо и не всегда хочет подчиняться общепринятым правилам. Например, тому, что масса планеты обычно примерно в 10 тысяч раз больше массы любого его естественного спутника. Далеко ходить за примером, когда это правило не работает, нам не придется. Союз Земли и Луны является уникальным в Солнечной системе. Наш спутник принадлежит к 7 крупнейшим сателлитам планет. При поперечнике в 3474 километра Луна составляет 0,273 диаметра Земли и обладает около 1/80 ее массы. Если возьмем следующую по величине этого соотношения систему Нептун-Тритон, то разница между массой планеты и спутника уже будет колоссальная, примерно 1 к 4790. Среди объектов своего класса Луна также выделяется плотностью 3,346 граммов на кубический сантиметр, что составляет 60% плотности Земли. Это второй по величине показатель в Солнечной системе. Плотнее нашей Луны только Ио, которая движется вокруг Юпитера. Впрочем, о Луне и ее уникальных свойствах, казалось бы, нам давно известно. И все же стоит посетить наш спутник, поскольку он преподносит все новые сюрпризы. Но сначала пара слов из истории исследований. Первым естественным спутником, который открыли ученые, стала Луна. Это вполне понятно, ведь она находится к нам намного ближе других космических объектов и лучше всех видна в ночном небе Земли. Сейчас для нас звучит удивительно, но Луна и сама долгое время считалась планетой. Так ее квалифицировал знаменитый итальянский астроном Галилео Галилей. С тех пор мы давно определились с классификацией Луны как спутника Земли.
Однако вопрос ее происхождения до сих пор остается открытым. На этот счет существует добрый десяток версий. Основные из них гласят, что Луна могла появиться в результате столкновения молодой Земли с неизвестной протопланетой. Гипотетическое небесное тело размером с Марс, которое ученые назвали Тея, врезалось в нашу планету. Или вот еще интересный сценарий. Земля и Луна – родные сестры, которые на заре своей жизни делили одну колыбель. Строительным материалом для обоих небесных тел служил протопланетный рой мельчайших твердых частиц. Большее количество материала из облака забрала себе Земля и немного оставила Луне. Также есть предположение, что наш спутник образовался где-то в Солнечной системе, а затем по какой-то причине подошел к Земле и был захвачен ее гравитацией. Какая гипотеза окажется верной, покажет время. Но луноходы уже продемонстрировали, что в любом случае мы попадем в довольно тусклый мир. Лунная поверхность отражает всего 15-18% солнечного света, как старый асфальт. Ученые считают, что в ее ландшафте преобладают коричневато-серые или черновато-бурые цвета. Такая окраска у равнин Луны, ее уникальных кольцевых гор, то есть кратеров, имеющих центральную возвышенность. Впрочем, на нашем спутнике полно и классических одиночных кратеров. Только углублений с диаметром более 3500 метров мы насчитываем там более 17 тысяч. И все это, как недавно считали астрономы, без изменений сохраняется на Луне сотни тысяч, а то и миллионы лет. Лишь недавно снимки аппарата LRO показали, что это не так. Луна меняется. Специалистам удалось идентифицировать свыше 200 новых ударных кратеров диаметром от нескольких метров до 43 метров. Луна, к тому же, постоянно пополняет свои богатства, хотя и так далеко не бедна. Спутник изобилует ценными ископаемыми – железом, алюминием, титаном, а в верхнем слое грунта много редкого гелия-3, который используют как топливо для термоядерных реакторов. Добавим, что на поверхности и внутри Луны в районе полюсов обнаружена вода в виде льда, но ее, скорее всего, на спутнике очень мало. Недавно этот список лунных ценностей существенно пополнился. После анализа образцов лунной породы, доставленных на Землю китайским аппаратом Чанье-5, ученые нашли в них два новых минерала из титана и кислорода. Как и на Земле, металл часто соединяется с кислородом, образуя диоксид титана, ТО2. Но новое исследование показало, что эти элементы могут связываться и в обратном порядке. Это возможно только на Луне. На Земле таких минералов не найти. И все же, наверное, самую большую ценность представляет собой другая находка. Кристалл, который меньше ширины человеческого волоса. Минерал примерно на 41% состоит из воды с добавлением частичек аммиака. Такой тип воды может служить ценным ресурсом для будущих лунных поселений. Освоить все эти богатства будет нелегко. Наш спутник очень негостеприимное место. У него нет атмосферы и магнитного поля, которые задерживают метеориты, солнечную радиацию. Если астронавт будет находиться на лунной поверхности более 100 часов, то с вероятностью в 10% получит опасную дозу излучения, а в случае солнечной вспышки для смертельного исхода хватит нескольких минут. Температура на спутнике тоже не подарок. Из-за отсутствия атмосферы она колеблется от минус 173 градусов Цельсия ночью до плюс 127 днем. Но, может, на других спутниках мы встретим лучшие условия. Посмотрим, как обстоят дела на Марсе, который следующий на нашем пути. Его сопровождают Фобос и Деймос, причем оба настоящие экстремалы. Давайте разберемся, что необычного в этих объектах, которые астрономы открыли еще в 1877 году. Размеры спутников Марса весьма невелики. Для сравнения, радиус Луны в 158 раз больше, чем у Фобоса, и в 290 раз Деймоса. Вид у этой пары, в отличие от Луны, весьма нестандартный. Деймос и Фобос имеют неправильную форму и внешне походят скорее на пару булыжников. Во время путешествия к Марсу мы также наверняка удивимся их странному движению по небу.
Пока Деймос неторопливо совершает 30-часовое путешествие вокруг планеты, Фобос стремительно проносится в противоположном направлении более 6 раз. Сначала мы попадем к медлительному Деймосу, который расположен существенно дальше от Марса, чем Фобос. Эта луна состоит из каменистых пород. Ее поверхность заполнена толстым слоем чрезвычайно мелкозернистого реголита. Большинство кратеров Деймоса покрыто таким веществом. Вероятно, оно было выброшено при ударах метеоритов, долгое время оставалось на орбите вокруг спутника, постепенно осаждаясь и скрывая неровности рельефа. Благодаря этому в целом Луна выглядит очень гладкой, как морская галька. Фобос же уникален своей близостью к Марсу. Расстояние между ними составляет всего 6000 километров. Ни один спутник в Солнечной системе не может похвалиться столь тесной дружбой со своей планетой. Для сравнения, Луна находится в 384 400 километрах от Земли. Когда мы начнем осмотр поверхности Фобоса, то наверняка быстро заметим кратер Стикни диаметром около 9 километров. Это наиболее значимое образование на спутнике. Кратер, вероятно, возник в результате столкновения Фобоса с небольшим астероидом, возможно, 1 миллион лет назад. Также на Фобосе была обнаружена система загадочных параллельных борозд возле кратера Стикни. Они тянутся примерно на 30 километров в длину и имеют ширину 100-200 метров при глубине 10-20 метров. Среди них нам, несомненно, бросится в глаза гигантский валун высотой около 90 метров. Только резко перепрыгивать через все эти препятствия, если они появятся на пути, не стоит. Можно не рассчитать силу и улететь далеко в космос. Причина в том, что притяжение на этом крошечном объекте практически отсутствует. Точнее, силы тяжести почти нет на повернутой к Марсу стороне. Это связано в первую очередь с близостью спутника к поверхности Красной планеты и сильным воздействием ее гравитации. В остальных же частях Луны сила тяжести есть, хотя и небольшая. В будущем чрезмерная близость к планете вообще сыграет с Фобосом злую шутку. Луна постепенно будет приближаться к Марсу и в итоге врежется в него и разлетится на части. Когда это случится, астрономы подсчитали, что гравитация Красной планеты притягивает Фобос на 1,8 метра каждые 100 лет. С такой скоростью катастрофа произойдет через 50 миллионов лет. У Деймоса совсем другое будущее. Он, наоборот, отдаляется от родительской планеты и в конечном итоге покинет ее орбиту. Где после этого окажется спутник? Найдет себе другую планету хозяина или продолжит блуждать по Солнечной системе? Это науке неизвестно. Происхождение Фобоса и Деймоса тоже до сих пор является предметом научных споров. По одной из теорий, они раньше были астероидами, поскольку имеют неправильную форму и большое количество кратеров на поверхности. Или же эти луны возникли в результате мощного столкновения двух более крупных небесных тел. Чтобы доказать верность какой-либо из этих гипотез, нужно больше данных. Ученые надеются получить ответ от миссии по исследованию спутников Марса, которую планирует запустить японское агентство аэрокосмических исследований. Дальше от Солнца мы попадаем в мир газовых и ледяных гигантов. Хотя они порой воспринимаются нами как сгустки льда, пыли и газа, на самом деле это очень сложные объекты с собственными невероятными системами. Первым нам на пути встретится Юпитер. В его расположении находится аж 95 спутников. Газовый гигант немного не дотягивает до звания чемпиона Солнечной системы по их числу. К тому же большинство этих лун небольшие, около 60 из них имеют диаметр менее 10 километров. Но среди сателлитов гиганта немало просто выдающихся небесных тел. Приблизившись к Юпитеру, мы наверняка обратим внимание на странное поведение его внешних лун. Они движутся в направлении, противоположном вращению своей планеты. Ученые предполагают, что эти луны захвачены гравитационным полем газового гиганта после того, как образовалась его система. Самой яркой в прямом смысле этого слова в эскорте Юпитера, несомненно, окажется Ио.
И в то же время это ужасное место. Если вы хотели хоть однажды, хоть глазком заглянуть в преисподнюю, то это как раз то, что вам надо. Луна всегда охвачена адским пламенем, но никогда не сгорает. Поджигают спутник Юпитера многочисленные вулканы. В Солнечной системе нет ни одного небесного тела, которое превзошло бы Ио по числу огнедышащих гор. Ученые нашли там уже более 400 вулканов, которые регулярно выбрасывают потоки расплавленной серы. Это вещество в сочетании с другими окрашивает Ио в фантастические цвета. Иней из диоксида серы придает ей белый или серый тона. Некоторые регионы сера делают желтыми и желто-зелеными. А в средних и высоких широтах радиация разбивает некоторые молекулы серы, придавая им красно-коричневые оттенки. Причем Луна, как в интерактивном режиме, изменяет свой ландшафт и его цветовую гамму. Вы можете летать туда каждый месяц и всегда встретите новую достопримечательность, например, гору, впадину или лавовый поток. Какие природные силы создали столь потрясающий мир? По мнению ученых, здесь приложил руку Юпитер со своими самыми крупными спутниками – Ганимедом и Европой. Вся компания своей гравитацией растягивает в разные стороны, мнет и месит Ио как тесто. Это разжижает недра спутника, провоцируя вулканическую активность. Извержения сформировали на Луне множество вулканических впадин или кальдер. Среди них есть настоящие гиганты. Одна из них – рекордсмен по размеру в Солнечной системе. Это Патера Локи, размером более 13 тысяч квадратных километров. Средний диаметр кальдеры вулкана составляет 250 километров. Еще более фантастические виды открывает Патера Пеле. Из нее бьет гигантский фонтан расплавленной породы высотой 300 километров. Причем выбросы происходят минимум с 1979 года, когда это потрясающее явление природы впервые увидел космический аппарат Voyager 1. Поднявшись в воздух, большая часть материала падает обратно на поверхность Ио. Он формирует сияющее красное кольцо вокруг вулкана, диаметром 1200 километров. Яркое, хотя и очень опасное место. Спутник Юпитера Европа тоже крутой вулканический мир. Но мы и не найдем на нем раскаленных потоков лавы и огня во время извержений. Наоборот, это полностью замороженное царство ледяных криовулканов. Подобно земным гейзерам, они выбрасывают в атмосферу летучие вещества, метан, воду, углекислый газ и аммиак. Космический телескоп Хаббл сделал снимки извержения двух самых крупных криовулканов Луны Юпитера высотой до 100 километров. Зрелище потрясающее. И вообще Европа удивительно красивый мир. Ее поверхность изрезана длинными трещинами, потому напоминает полосатую шкуру тигра. Еще более невероятные пейзажи нас ждут в недрах Европы. Хотите окунуться в бескрайний океан? Найти к нему доступ очень просто. Время от времени через трещины в коре Луны из этого подземного водоема выбрасывает в космос клубы водяного пара. Проникнув туда, мы, вероятно, попадем в такое себе королевство кривых зеркал, где все перевернуто с ног на голову. Исследователи из Института геофизики Техасского университета считают, что в том причудливом мире снег падает снизу вверх. И это настоящие пейзажи Луны, а не виртуальная реальность. Ученые изучали образование экзотических типов льда на Земле. Их внимание привлекли два экзотических типа замерзшей воды, которые существуют под шельфовыми ледниками. Первый вид как бы прилипает снизу к поверхности шельфа, образуя на нем своеобразные горы, как будто они выросли вверх ногами. Второй тип льда образуется непосредственно в толще воды. По своей структуре он напоминает снег и состоит из воды, в которой практически нет соли. Поскольку пресная вода намного легче соленой, сила Архимеда выталкивает ее частицы. Так возникает фантастическое явление, когда под водой как будто снизу вверх идет снег. Его еще предстоит изучать, и все может оказаться намного круче, чем сейчас можно предположить. Недавние исследования показывают, что экзотический снежный лед
если он есть, снабжает глубины океана кислородом. Это значительно увеличивает вероятность существования жизни на Луне. Под поверхностью другого спутника Юпитера, Ганимеда, тоже может плескаться огромный океан. Когда придет время, это будет легче проверить, чем на Европе. Лед на поверхности Ганимеда относительно тонкий и легкий для бурения. В отличие от Европы, Ганимед обладает разряженной атмосферой, в состав которой входит кислород. И хотя этого газа крайне мало для полноценного дыхания, он повышает ценность спутника как объекта будущей колонизации. Нехватку кислорода легко удастся пополнить при небольшом и относительно несложном терраформировании Луны. Тем более, что тесниться будущим поселенцам в новом космическом доме не придется. Ганимед – самый большой спутник Юпитера, и ему нет равных по размеру среди лун Солнечной системы. А если станет скучно, то можно будет развеяться, просто посмотрев вечером в небо. Ганимед единственный из спутников обладает собственным магнитным полем. Благодаря этому над его полярными областями почти всегда можно наблюдать великолепные огни северных сияний. Каллисто же является третьей по величине луной в Солнечной системе, хотя и она лишь немного меньше планеты Меркурий. Впрочем, чемпионом Каллисто стала в другой категории. Она выиграла звание самого богатого кратерами объекта в Солнечной системе. Луна просто изрыта подобными ямами. Что за небесные силы перекопали спутник вдоль и поперек, выбросив на поверхность свежую породу и лед? Скорее всего, по мнению ученых, разгадка кроется в расположении Каллисто по отношению к Юпитеру. Эта Луна самый внешний из Галилеевых, то есть крупных спутников газового гиганта. Когда планета своей гравитацией притягивает к себе многочисленные кометы, то первой на их пути встает Каллисто и держит удар. Впрочем, все крупные луны Юпитера находятся прямо на линии огня и чаще сталкиваются с метеоритами, чем другие. Однако более внутренние спутники из-за мощной гравитации Юпитера подверглись геологическим процессам, которые стерли большую часть из древних кратеров. Каллисто в этом не повезло. Ее поверхность остается почти неизменной на протяжении более 4,5 миллиардов лет, превратившись за это время в сплошное месиво перекрывающихся кратеров. Другой газовый гигант Сатурн известен нам прежде всего не лунами, а своей потрясающей системой колец. Но история со спутниками планеты не менее удивительна. Даже число его сателлитов впечатляет. У Сатурна аж 146 лун. Это больше, чем у любой другой планеты Солнечной системы. Абсолютное большинство спутников Сатурна – небольшие тела, размер которых измеряется всего несколькими километрами, хотя среди них есть настоящие гиганты. Самый большой в окружении Сатурна – Титан, диаметром 5152 километра. Он является вторым по величине спутником Солнечной системы, лишь немного уступая Ганимеду. Титан по размеру ближе к небольшой планете. Его диаметр составляет 1,06 аналогичного показателя у Меркурия, 1,48 земного и 0,40 земного. Титан также единственный из спутников имеет мощную азотную оболочку. По нему текут озера из жидких метана и этана, которые поразительно напоминают наши водоемы. Эти природные резервуары постоянно пополняют метановые дожди. Дюны из твердых углеводородов внешне сходные с песчаными холмами на Земле. Холмы из снега, образованного при замерзании углеводородов, которые наполняют озера. Все это есть на Титане, и трудно найти в Солнечной системе пейзажи прекраснее. Правда, не особенно приятным для нас во время путешествия окажется просто титанический холод. Температура на поверхности спутника в среднем составляет минус 180 градусов. Но самое удивительное, что нам, вероятно, не придется прятаться под скафандрами от лютой стужи. Весь фокус в том, что плотная атмосфера Титана рассеивает холод. Она позволит гулять по спутнику в теплой одежде и респираторах. И там можно будет как следует развлечься, например, полетать как птица. Слабая гравитация в сочетании с плотной атмосферой позволит совершать воздушные пируэты без помощи каких-либо двигателей.
просто с крыльями за спиной. Гиперион — еще один спутник Сатурна, примерно такой же холодный, как Титан. И это тоже странное небесное тело. Когда мы увидим его во время путешествия, то наверняка удивимся. Поверхность Луны напоминает гигантскую губку или коралл с глубокими темными ямами, окаймленными острыми, как бритва, гребнями более ярких камней и льда. Кроме того, Гиперион обладает безумно вытянутой, то есть эксцентричной орбитой. Луна хаотично кружится вокруг планеты, а ее ось вращения непредсказуемо колеблется, и продолжительность суток на спутнике постоянно меняется. Еще одна фишка Гипериона связана с его плотностью. Все луны во внешней части Солнечной системы в основном состоят из водяного льда и ярко отсвечивают в небе, а поверхность Гипериона необычайно темная. В чем причина такого несоответствия? Когда космический аппарат Кассини пролетал мимо, он измерил плотность Луны, и это позволило все поставить на свои места. Измерение показало, что плотность спутника достигает лишь 55% от плотности воды. Одна из популярных теорий объясняет подобную странность происхождением Гипериона. Он представляет собой выживший остаток более крупного спутника. Когда-то этот предшественник современного Гипериона вращался между Титаном и Япетом, а затем был в значительной степени разрушен столкновением с большой кометой. Внутри Энцелада тоже творится что-то непонятное. Это ледяная луна диаметром около 500 километров, вторая по размеру в системе планеты. Ее размер сопоставим со штатом Аризона или с Польшей. Из-за многочисленных трещин на его поверхности бьют огромные теплые гейзеры. Их струи указывают на то, что под поверхностью Луны может находиться океан. Существует гипотеза, что этот водоем обитаем. Косвенно такую версию подтвердил космический аппарат Кассини. Он много раз погружался в струи гейзеров и с помощью размещенного на борту спектрографа определил их состав. Вывод оказался невероятным. На спутнике есть все химические элементы, необходимые для жизни. По идее, такого на Энцеладе происходить не должно. Малый диаметр и каменно-ледяной состав предполагают, что спутник должен был насквозь промерзнуть еще миллиарды лет назад, как многие его соседи в системе Сатурна. Что за таинственные процессы происходят внутри Энцелада, растапливая воду и поддерживая активность Луны? По мнению ученых, перетягивание гравитационного каната между Сатурном и крупным спутником Дионой поддерживают внутреннюю его часть теплой и активной. Большая часть водяного льда, в который превращаются выбросы гейзеров, падает обратно на поверхность спутника. В то же время значительное количество содержимого струй вырывается из-под слабого притяжения Луны и попадает на орбиту вокруг Сатурна. Из этого материала образуется самое внешнее и разреженное кольцо И в форме пончика. Впрочем, не только Энцелад, но и некоторые другие луны Сатурна связаны с его кольцами. Пан, Атлас и Дафнис как бы прорезают в кольцах Сатурна щели. А Прометей и Пандора проложили путь выше и ниже кольца F. Такие спутники ученые называют пастухами колец. Если посмотреть на этих пастухов поближе, то Пан и Атлас наверняка поразят вас своей формой летающих тарелок. Подобный вид лунам придают сильно выступающие экваториальные хребты. Пан и Атлас являются самыми маленькими спутниками в Солнечной системе. Однако, несмотря на свой размер, их можно ясно увидеть с Земли из-за заметного пробела, который они создают в системе колец. С другой стороны, эти луны без устали помогают собирать вместе частицы, вращающиеся в кольцевой системе, и расчищают лишнюю материю. Пан ответственен за создание щели Энке, то есть заметного разделения в ярком кольце А Сатурна. А вот Атлас вращается сразу за пределами кольца А. Неустанная деятельность придает поверхности Пана и Атласа необычный вид. Астрономы из лаборатории реактивного движения НАСА считают, что луны покрыты мелкими частицами. Эти крошечные фракции вещества поднимаются, когда луны чистят пространство между кольцами. Поскольку большинство частиц вращаются в плоскости шириной 1 километр,
Они скапливаются вокруг экватора каждой Луны, образуя характерный экваториальный хребет. Такие себе небесные пельмени. Крупный спутник Япет тоже похож на летающую тарелку или пельмень. Луна окружена по экватору горным хребтом высотой 13 километров и шириной 20. Возможно, когда-то Япет вращался намного быстрее и выпирал на экваторе. Есть также версия, что его хребет может быть обломком собственных колец Япета. Когда-то они окружали Луну, а затем рухнули на ее поверхность. Все эти события могли сильно изменить внешность Япета. Он как двуликий Янус. Одно полушарие снежно-белое, а другое черное, как сажа. До сих пор никто точно не может сказать, что испачкало половину Япета. Возможно, насорил соседний спутник Феба. Древний астероид, предположительно, из пояса Койпера, пойманный гравитационным полем Сатурна. Феба движется по обратной орбите, то есть в противоположную сторону по отношению к другим спутникам. На своем пути Феба постоянно теряет с поверхности частицы вещества, причем они как раз темного цвета. Скорее всего, эти частицы летят в сторону Япета, и Луна притягивает их своей гравитацией. Темное вещество скапливается на передней стороне двуликого спутника, обращенной к Фебе. Или же эта пыль образовалась в результате ударов крошечных метеоритов о небольшие внешние луны, которые по спирали движутся к Сатурну. Некие зловещие, но неповторимые черты отличают еще один спутник Сатурна – Мимас. Когда космические зонды НАСА Voyager 1 и Voyager 2 прислали первые подобные изображения Мимаса в 1980-х годах, ученые и общественность были шокированы. Луна оказалась один в один похожа на звезду смерти из киноэпопеи «Звездные войны». Это самый внутренний из крупных спутников Сатурна, диаметром 396 километров. Огромный кратер Уильяма Гершеля доминирует в одном полушарии Мимаса. Он повторяет почти точные размеры и форму лазерной тарелки из «Звездных войн», уничтожившей планеты. Он повторяет почти точные размеры и форму лазерной тарелки из «Звездных войн», уничтожающей планеты. Впрочем, Мимас более интересен астрономам своей необычной сферической формой, которую принял под действием собственной гравитации. Некоторым даже более крупным объектам Солнечной системы это не удалось. По мнению астрономов, у Мимаса все получилось благодаря низкой плотности, всего на 15% больше, чем у воды. И в последнее время у ученых появилось подозрение, что внутри него плещется океан жидкой воды. Возможно, скоро Мимас будут ассоциировать не со звездой смерти, а со спутником жизни, которую найдут в этом водоеме. После богатого спутниками Сатурна мы полетим на Уран. Этот прекрасный ледяной мир не перепутаешь ни с одной планетой. Уран вращается на боку, как будто его опрокинули какие-то космические силы. Впервые люди увидели этот мир вблизи в 1986 году, когда мимо него пролетел Voyager 2. Космический аппарат передал сенсационные снимки планеты и ее 5 основных спутников. После анализа изображений ученые пришли к выводу, что Уран и его луны могут быть далеко не теми мертвыми и стерильными мирами, как считалось долгое время, и их оказалось больше, чем предполагали исследователи. Сейчас считается, что у Урана 28 спутников. Эти небесные тела имеют такой же необычный наклон оси в 98 градусов, как их родительская планета – Миранда. Миранда – одна из самых странных лун Урана, которая движется вокруг планеты почти по круговой орбите. Это настоящий космический Франкенштейн, собранный из множества так полностью и не слившихся частей. Возможно, спутник представляет собой набор фрагментов предшествующей Луны, которые объединились на орбите вокруг Урана. Основная поверхность Миранды покрыта множеством кратеров, но более всего ее ландшафт удивит нас 3 крупными регионами, известными как короны. Они представляют собой скопление хребтов и долин с небольшим количеством кратеров, которые отделены от более старых областей с множеством таких ударных ям. Аналоги этих корон не найдены больше нигде в Солнечной системе.
Миранда также обладает гигантскими каньонами, которые, по данным НАСА, порой в 12 раз глубже американского Большого каньона на Земле. Но в целом этот мир диаметром 470 километров не самый большой среди сателлитов Урана. Здесь лидирует Титания диаметром 1609 километров. Это 8-й по величине спутник в Солнечной системе, но на первый взгляд не особо интересный. Титания окрашена в довольно скучный серый цвет. Впрочем, этот унылый ландшафт оживляют яркие пятна, которые астрономы называют инием. Считается, что Титания состоит из ледяной мантии вокруг твердого каменистого ядра, поровну, а ее масса поровну разделена между льдом и камнем. Вроде бы все просто, но тут кроется загадка. Если лед содержит достаточно аммиака или другого антифриза, над поверхностью Титании на границе ядра и мантии может плескаться целый океан. Глубина этого водоема, если он существует, теоретически должна достигать 50 километров. И кто знает, может, в том океане мы когда-то найдем реальных, а не выдуманных титанов. Только вряд ли они окажутся гигантами из земных мифов о титанах. Несколько меньше, чем Титания, еще два выдающихся спутника Урана. Это Умбриэль и Ариэль, диаметры которых равны 1168 и 1156 километров. Разница, как видим, мизерная, но оба спутника – прямая противоположность друг другу. Умбриэль является самой темной из крупнейших лун Урана. По данным НАСА, он отражает лишь 16% света, падающего на его поверхность. Что так затеняет поверхность Умбриэля, остается загадкой для ученых. Другая тайна темной Луны кроется в ярком кольце диаметром около 140 километров на ее поверхности. Ученые полагают, что это может быть результатом отложений льда, собирающегося вокруг огромного ударного кратера. В целом же большая часть поверхности Луны изрыта небольшими ямами от ударов астероидов. Но между такими регионами встречаются ровные долины. Вулканические отложения тоже разбросаны по всей поверхности Умбриэля. Они похожи на застывшие волны, покрытые рябью, и свидетельствуют о прошлой вулканической активности Луны. Среди этих отложений есть яркие и темные объекты. Ариэль резко контрастирует с Умбриэлем как самый яркий из крупных спутников Урана. Луна отражает более трети света, падающего на ее поверхность. Причина этой разницы, по-видимому, кроется в возрасте объектов. Ариэль, в отличие от пожилого изрытого ямами Умбриэля, предположительно является самой молодой из лун Урана. По данным НАСА, на Ариэле есть всего несколько небольших кратеров от недавних столкновений. Кроме больших лун, планета обзавелась множеством крошечных, но очень полезных сателлитов. Уран имеет 13 внутренних спутников, а также 13 слабых колец, и эти объекты тесно связаны между собой. Примером могут служить Корделия, которая находится ближе всего к планете, и Офелия, расположенная чуть дальше. Оба спутника можно назвать карликами, поскольку Корделия не превышает диаметром 15 километров, а Офелия — 21 километр. Но они известны как важные пастушьи луны Урана. Несмотря на мизерный размер, они удерживают вместе частицы, образующие тонкое голубое внешнее кольцо Эпсилон. Между Корделией, Офелией и Мирандой находится по крайней мере еще 8 небольших спутников. Это самый перенаселенный регион Солнечной системы. Ученые сейчас ломают голову, как в такой тесноте луны избегают столкновений друг с другом. Внешнюю планету Солнечной системы, Нептун, по небу сопровождает свита лишь из 16 лун. Как и родительская планета, они названы в честь божеств воды греческой и римской мифологии. Крупнейшая луна Нептуна — Тритон, диаметром 2700 километров. Он составляет более 99,5% всей массы на орбите Нептуна, включая другие спутники и кольца планеты. Тритон является 7-м по величине спутником Солнечной системы. Кроме большого размера, Луна сразу бросится в глаза своей ретроградной орбитой. Тритон вращается противоположно движению Нептуна и почти перпендикулярно к нему.
На спутнике мы увидим в основном неровную местность, возвышенности там чередуются с широкими равнинами. Это полностью промерзший мир, где температура не превышает минус 235 градусов. Его поверхность покрыта замороженным азотом и метаном с примесями диоксида углерода и воды. Вблизи экватора обнаружены образования, напоминающие замерзшее озеро с террасами на берегах высотой до километра. Их возникновение, по-видимому, связано с чередой замерзания и плавления льда, с каждым разом охватывающими все меньший объем вещества. Хотя это полностью ледяное царство, его не назовешь белоснежным. Тритон местами имеет красноватый оттенок, который образовался в результате воздействия ультрафиолетового излучения на метановый лед. И еще замороженный спутник оказался на удивление активным. На Тритоне действуют десятки криовулканов. Гейзеры выбрасывают в небо струи азота на высоту до 8 километров и образуют шлейф протяженностью до 150. Благодаря извержениям на спутнике появилось нечто вроде атмосферы. Хотя это очень тонкое и слабое покрывало, на Тритоне были найдены удивительные облака протяженностью до 100 километров. Впрочем, подземный облик Луны способен оказаться еще круче. Исследователи предполагают, что на Тритоне под твердой коркой льда может находиться океан с жидкой водой. Не исключено, что в нем обитают какие-то простейшие существа. Остальные спутники Нептуна тоже удивительные. Даже внешне. Наяда точь-в-точь клубень картофеля и, вероятно, является комбинацией фрагментов нескольких спутников. Таласа, по-видимому, имеет схожий состав с Наядой, но отличается формой диска. Этим Луна несколько ассоциируется с планетой, несмотря на свой небольшой размер. 97-километровую Ларису, наоборот, скорее можно сравнить с астероидом, поверхность которого изрыта многочисленными кратерами от метеоритов. Нереида, которая была впервые замечена с Земли, отличается комковатой формой со множеством кратеров. Это одна из самых удаленных и больших лун Нептуна. Ее основная изюминка – самая эксцентричная орбита среди всех лун Солнечной системы. А Протей, тоже один из крупнейших спутников Нептуна, поразил ученых своей продвинутой маскировкой. Он оказался неожиданной находкой, хотя диаметр Луны не маленький – 210 километров. Только вот Протей невероятно темный и мог ускользнуть от телескопического обнаружения по этой причине. Луна отражает всего 6% солнечного света, что делает ее одним из самых темных объектов в Солнечной системе. И, наконец, Нептун не обходится без собственных пастухов для своих колец. На них оказывает гравитационное воздействие луна Галатея, а спутник Деспина, скорее всего, находится внутри самих колец и постоянно их пылесосит. Дальше, чем Нептун, планет уже нет. Но заканчивать путешествие по лунам нам еще рано. Многие более мелкие космические объекты также сумели обзавестись собственными сателлитами. В частности, очень интересные луны сопровождают 4 из 5 карликовых планет Солнечной системы. Плутон – самая большая карликовая планета диаметром более 2300 километров, и у нее есть 5 спутников. Среди них по размеру лидирует Харон диаметром 1212 километров. Это крупнейший спутник относительно своей родной планеты в Солнечной системе. Телескоп Хаббл сделал великолепные снимки космической пары, но даже они не рассказали астрономам многого о поверхности Харона. Больше удалось узнать по данным зонда «Новые горизонты». Поверхность Харона оказалась удивительно разнообразной и сложной, несмотря на адский холод. На Хароне средний показатель температуры составляет минус 220 градусов. Какими пейзажами богат этот промерзший насквозь мир? Зубчатые горы и каньоны прорезают поверхность Харона, обращенную к Плутону. Эти возвышенности разделяют неровную, иссеченную кратерами северную полусферу от более гладкой южной. Поверхность Харона в основном состоит из грязного водяного льда. Исключение составляют полярные области, покрытые красноватым органическим материалом. Вероятно, это выброшенный из Плутона газ, захваченный его Луной.
О спутниках других карликовых планет известно немного. У Хаумеа, например, есть две известных луны – Хиака и Намака. Обе отличает необычно высокая скорость вращения. Раньше они, скорее всего, были кусками поверхности карликовой планеты, но по каким-то причинам оказались сброшены в космос и теперь вращаются вокруг Хаумеа по собственным орбитам. Хиака покрыта почти чистым кристаллизированным водяным льдом. Намака диаметром около 170 километров тоже предположительно в основном состоит изо льда. Карликовую планету Маки-Маки сопровождает лишь один спутник, который открыли совсем недавно и предварительно обозначили как МК-2. Диаметр этой Луны составляет примерно 150 километров. Не так уж мало. Как же спутнику удалось так долго прятаться от астрономов? Вот одно из объяснений. Темная поверхность МК-2, вероятно, отражает всего 4% света. В таком случае неудивительно, что ученые долго не могли рассмотреть его в ярком свете Маки-Маки. У карликовой планеты Эрида тоже одна луна – Дисномия. Диаметром около 316 километров. Она делает полный оборот вокруг планеты за 15,7 суток по орбите, близкой к круговой. Эрида и Дисномия находятся в приливном захвате, то есть всегда обращены друг к другу одной стороной. Эта карликовая планета и ее спутник – самая отдаленная пара от Солнца. И дальше, казалось бы, двигаться в поиске лун точно некуда. Но в маршрутном листе у нас есть еще астероиды. Раньше считалось, что спутники могут иметь только большие тела, вроде полноценных или карликовых планет. Возможность того, что вокруг небесных камней будет вращаться другое тело, рассматривалась лишь теоретически. Теперь известно, что более 150 астероидов обзавелись маленькими лунами. Один из них, астероид 343 Ида, заснял зонд Галилео. Оказалось, что у нее есть спутник, который назвали Дактиль. Он достигает всего 1,6 км в поперечнике. Ида является членом крупного семейства Коронид, состоящего из более чем 300 астероидов со схожими между собой орбитами. Считается, что семейство образовалось 1 или 2 миллиарда лет назад во время столкновения астероидов. Тогда Дактиль может быть маленьким обломком, который оказался на орбите вокруг Иды. Но здесь существует проблема. Компьютерные модели предполагают, что Дактиль почти наверняка за короткое время должен быть уничтожен ударом другого обломка или астероида. Тогда как же ему может быть больше миллиарда лет? Одна из теорий заключается в том, что семейство Корониды моложе, чем кажется. Другая гипотеза утверждает, что Дактиль подвергся разрушительному удару, но затем вновь пересобрался из обломков обратно на своей орбите. Это может объяснить его удивительно сферическую форму. Пока ученые с этим разбираются, мы отправимся в гости к знаменитостям – астероиду Диморфу и его спутнику Дидиму. Они стали настоящими звездами в сентябре 2022 года, когда на расстоянии почти 11 миллионов километров от Земли космический аппарат DART подлетел к Дидиму. Зонд в лоб атаковал этот спутник диаметром примерно 160 метров, что сравнимо с футбольным стадионом. Целью было изменение орбиты Дидима. DART влетел в небесный камень на скорости 22,5 тысячи километров в час. Тогда снимки Дидима, сделанные за секунды до столкновения, показали его испещренную мелкими валунами поверхность. В результате удара выделилась энергия, эквивалентная взрыву 5 тонн тротила. Процесс создал реактивную тягу и передал дополнительный импульс Дидиму. Период вращения спутника вокруг Диморфа сократился на 32 минуты, а скорость упала на 2,7 мм в секунду. Этого оказалось достаточно, чтобы изменить орбиту Луны. Впрочем, некоторые другие астероиды еще больше привлекают внимание астрономов. Они удивлены тем, что ухитрились создать свиту из 2 и даже 3 лун. Так, у астероида 87 Сильвия есть 2 спутника – Ромул и Рем, названные в честь легендарных братьев-основателей Рима. Внешняя Луна Ромул диаметром достигает 18 километров
и совершает оборот вокруг 87 Сильвии за 3,6 суток. Внутренняя луна РЭМ намного меньше. Ее диаметр составляет лишь 7 километров, и всего за 1,37 суток она проходит по орбите вокруг астероида. Что представляют собой эти крошечные сателлиты? Разобраться в этом поможет сама Сильвия, которая в основном состоит из силикатов, богатых углеродом и органическими веществами. Это пористое небесное тело, в котором пустоты могут занимать 25-60% от всего объема астероида. Иными словами, Сильвию трудно назвать монолитным объектом. Скорее, она представляет собой что-то типа кучи щебня. Скопление разной величины обломков. Механически они не связаны между собой и держатся вместе только за счет гравитации. Возможно, такой структуре и наличию спутников Сильвия обязана столкновению первоначального астероида с другим телом. В результате оба разрушились, после чего часть обломков снова собралась в единое целое, и часть образовала спутники. Словом, в Солнечной системе мы уже знакомы с целой армией спутников различных небесных тел. И каждая Луна, как мы убедились, чем-то по-своему интересна. Хотя самые невероятные находки, возможно, еще впереди. Американский астроном Эдвард Эштон считает, что в реальности в Солнечной системе намного больше лун, чем известно сейчас. Каждый год ученые будут находить все новые, и число спутников у планет придется постоянно пересматривать. Пока этот прогноз сбывается. В 2024 году, например, открыт 1 спутник у Урана и 2 у Нептуна. Астрономам еще мало что известно о новичках. Нельзя исключить, что они обладают просто фантастическими свойствами и даже содержат признаки обитаемости. Или же такие луны найдутся в скором будущем. К подобному развитию событий, судя по Титану, Европе, Энцеладу, и есть все предпосылки. А значит, это наверняка не последнее наше путешествие по спутникам Солнечной системы.